Здравствуйте, господа! Сегодня я хотел бы поговорить о теме кризис современной науки и пути выхода из нее. Кризис современной науки заключается в основном в кризисе фундаментальной науки. Речь идет о том, что многие уравнения из разных сфер науки не имеют точек соприкосновения друг с другом. Для того, чтобы все это привести в какой-то вид и объединить их, необходима другая теория. Многие называют это формулой или теорией всего. Конечно, я бы не стал так широко замахиваться, но некоторые вопросы, которые можно решить на сегодняшний момент, даже не создавая теории всего, сделать возможно. Для этого придется в какой-то мере изменить свое сознание и изменить понимание того, что происходит вообще в мире и в науке в частности. Я покажу уравнение соотношения Гейзенберга. Это координата, соответственно, умноженная на импульс, больше или равно постоянной Планка. Все, казалось бы, просто и понятно. Уравнение энергии E равно частота на постоянную Планку. Все, казалось бы, просто и понятно. Вопрос в том, что можем ли мы сжать пределы измерений или пределы возможной вероятности какой-либо микрочастицы в определенном маленьком объеме. И вот это уравнение соотношения Гейзенберга, оно запрещает сжатие координат до нулевого уровня. В этом случае у нас вторая координата увеличения дельта P импульса увеличится до бесконечности. Что же на самом деле происходит с этой координатой, если мы начнем ее очень сильно зажимать? У нас, конечно же, импульс не увеличивается до бесконечности, но у нас увеличивается пятно вероятности, плотности вероятности увеличения этого параметра. В данном случае речь идет об импульсе. Поскольку в лоб это уравнение так не просто решить, и не все понимают на самом деле, что же, собственно говоря, происходит. Вот в литературе есть упоминание о том, что Эйнштейн не понимал квантовой теории, его всегда интересовала точная координата нахождения какой-либо частицы. И, соответственно, это достаточно сложное понятие. Для того, чтобы попробовать это объяснить самим себе, что же на самом деле происходит, давайте посмотрим шире. Что такое вакуум? В обычном представлении это практически пустота. В нем отсутствует любая материя, излучение. Идеальный вакуум – это абсолютное ничего. Но тем не менее, электромагнитная волна в вакууме распространяется и достаточно хорошо. Это и реликтовое излучение, и свет от звезд к нам доходит, и достаточно большое количество радиоволн разных частот. Попробуем представить себе, в чем же тогда образуется электромагнитное излучение. Представьте себе какую-либо материю, вода, или земля, или одеяло, мы встряхиваем, по нему идет волна, по воде идут волны. То есть они идут как часть материального объекта, как свойство материального объекта. А в вакууме, получается, идет волна как свойство чего? Это может быть, значит, только в том случае, если вакуум является материальным объектом.
То есть где-то в каком-то месте мы встряхнули вакуум, дали ему импульс. Скорость распространения почти 300 тысяч километров в секунду этого сигнала. То есть это может быть очень маленькое, может быть достаточно большое излучение, но скорость при всем этом в любом случае остается одинаковой. Значит, это является неотъемлемой чертой или характеристикой вакуума. И это означает, что вакуум не пустой. И кроме того, в какой-то координате, если их, допустим, 3, в вакууме всегда должен присутствовать какой-то импульс. Пусть даже бесконечно маленький, но не равный нулю в любом случае. Есть еще один момент. Для элементарных частиц, которые идут на частоте волны де Бройля, мы видим треки вот в таком виде. И так далее. То есть получается, что частица половину времени находится в нашем измерении, а половину времени не в нашем. В каком именно пока что мы не знаем, но это надо изучать. Есть еще один интересный момент. Есть реальная возможность оценить, что, собственно, из себя представляет световой поток. Качественное и количественное, исходя из уравнений физики. Скорость света прямо пропорциональна изменению давления, деленное на изменение плотности. Ну, в классической газодинамике это пишется так. Вот скорость звука равна корень на dp по dρ. Естественно, что с пространственным измерением, например, в вакууме, процессы происходят более близкие к волновым, их нельзя так описать грубо. Тогда скорость света у нас будет равна корень квадратный из dp со звездочкой на dρ со звездочкой. А со звездочкой это будет расшифровка, соответственно, dp со звездочкой равно d. А давление мы раскладываем на реальную часть давления плюс мнимую часть давления. Это будет выглядеть вот так. А, соответственно, плотность dρ со звездочкой будет равно d, реальная часть, плюс мнимая часть. И исходя из этих уравнений можно будет уже делать какие-то выводы. Решение этих уравнений будет являться скоростью света. То есть можно будет определить, что из себя представляет мнимая и реальная части света. Ну, естественно, понятно, что при увеличении частоты до волны де Бройля свет начнет рваться. Так называемые кванты. Будет идти кусочками. А вот та часть, которую мы не видим, то есть кусок волны идет, пусто, волна. И исходя из этого можно будет понять, что часть этого света, она из нашего измерения ушла. Но через какое-то время, естественно, она возвращается. Элементарные частицы, например, такие как электрон,
все помнят про то, как был снят ролик «Электрон и две щели». Ну, никто не смотрел, тот можете посмотреть. Там есть мультипликационная версия, есть и такая обычные съемки, обычный фильм. Вот. Вопрос, что происходит с электроном, когда он подходит к двум щелям. И как он проходит через две щели одновременно. В обычном случае он ведет себя как частица, остается две полосы след от него. А в другом случае он дает спектр, то есть многополосный спектр. Вот откуда берется и как получается многополосный спектр, который говорит о том, что электрон превращается в волну. И почему он проходит даже в те места, где у него стоит стена. И что такое и как происходит на самом деле туннельный эффект. Об этом буквально два слова я сейчас скажу. Электрон, двигаясь на волне де Бройля, выглядит вот такими отрезками. То есть дает вот такой и такой сигнал. Если представить, что между сигналами существует стена, соответственно, тоненькая, сопоставимая с волной де Бройля, то все становится понятно. Электрон, стена как один из признаков сжатия вот этой координаты dq. И вот он электрон, который на подходе к стене просто уходит в другое измерение. А здесь появляется и продолжает свой маршрут. Этим же самым можно объяснить несколько интересных эффектов. Например, как появление и испарение черных дыр. Конечно, в черных дырах пока что физически не установлено, но гипотетический объект. Черные дыры, как гипотеза, такие существуют. И получается, что сжатие в них, то есть сжатие одной из координат, в которых находятся объекты черной дыры, а это в частности ядра водорода, электроны, позитроны и большое количество элементарных частиц в очень сильно сжатом состоянии. Они в конце концов приобретают волну де Бройля, то есть попадают в зону действия волны де Бройля. И естественно, что на какое-то мгновение, как и вот в таком туннельном эффекте, они начинают исчезать. Но область их рассеяния достаточно высока, то есть по сравнению, например, вот то, что там делается в лабораториях обычным способом, эта зона достаточно небольшая, вот она ограничена стенкой. А в черной дыре эта зона может быть достаточно большая. То есть электрон в процессе своего исчезновения может выскочить достаточно далеко от этой черной дыры. Но при этом, конечно, он потеряет большую часть энергии. Есть еще в последнее время очень часто я встречаюсь с тем, что говорят, присущая телу гравитация, она на самом деле имеет скорость своего распространения. Но, наверное, это неправда, по той причине, что если бы гравитация имела скорость распространения, тогда
ну, допустим, она сопоставима даже со скоростью света, то в этом случае свет не мог бы вырваться из притяжения черной дыры. Ну и гравитация, соответственно, тоже не смогла бы это сделать. Таким образом, либо черных дыр не существует, либо гравитация распространяется мгновенно по всей длине космоса, то есть везде и абсолютно. Рассмотрим еще один вид уравнения соотношения Гейзенберга. Е энергия, умноженное на время, меньше или равно h. Конечно, здесь надо было поставить дельту. Я хочу нарисовать график без всякой дельты соотношения между энергией и временем. Потому что на самом деле эта дельта может быть очень близкой к нулю, но может быть и достаточно широкая. График будет представлять себя примерно вот так. Е и Т. Рассмотрим несколько возможных примеров вот этой функции. Согласно тому, что здесь стоит меньше или равно, это значит функция e на t равно h будет примерно иметь вот такой вид. А что будет выше и ниже этой функции, мы сейчас посмотрим. Ну вот, когда у нас очень сильно зажато время, у нас, то есть почти бесконечно малое время, вырастает огромное, то есть дельта Т совсем маленькая, и дельта Е или Е, скажем так, устремляется в бесконечность. Вот эта часть, условно отчертим ее вот такой прямой. Выше этой части у нас что пойдет? Это то, что изучает астрофизика. Это будет область горения звезд. Что будет, если мы будем иметь дело с бесконечно малой энергией? У нас начнет, соответственно, растягиваться временной интервал. Будут идти очень маленькие процессы, но которые идут долго. Очень маленькие — это понятие, конечно, условное. Но вот эта часть может относиться, например, к той же самой молекулярной физике. Это химические реакции, обменные процессы и так далее. И если мы начнем дальше эту энергию снижать, то мы в конце концов придем сюда, к квантовой физике. Это могут быть тысячелетия времени Т, периоды естественного полураспада многих элементов. Я проведу еще две прямые. Вот здесь я напишу букву Х, это химические реакции, а дальше КВ квантовые. А то, что будет происходить выше, за пределами этой части, я заштрихую этот кусок. В другую сторону. Вот эта часть. Это
то, что касается темной материи. То есть то, что мы непосредственно видеть и почувствовать не можем, но влияние оно какое-то на нас оказывает. Это темная материя, имеется в виду полный комплекс. Темная материя и темная энергия в том числе. Здесь есть два интересных участка на стыке квантовой физики или химических реакций на темной материи. На самом деле, конечно, в жизни существует закон о сохранении энергии материи, все правильно, и он не подлежит на сегодняшний день оспариванию. Но то, что находится вот в этой границах, вот в этой и туда выше, это новые виды энергии. И новые виды энергии это те, которые мы с вами не видим и прочувствовать никак не можем. Эта энергия находится за пределами соотношения Гейзенберга. И они содержат бесконечное количество энергии, которое можно оттуда взять и нужно. Есть такое понятие, как вырождение звезд. Есть выгорание, а есть еще вырождение. Вот выгорание звезд, оно идет вот в этой части графика. А вырождение идет уже вот в этих двух частях. Химическое вырождение и, соответственно, квантовое вырождение. То есть это процесс, похожий на черную дыру, вещества с большой плотностью и туннелирование. Поскольку, как только что я показал, соотношении Гейзенберга, согласно соотношению Гейзенберга, вакуум не пустой, он имеет свою плотность, свой импульс, температуру и все, что присуще материальному телу. Кроме того, еще и он оставляет какой-то след. Вот тот след, который достаточно точно проецируется на другое измерение, и который мы увидим как вакуум, а на самом деле в другом измерении это достаточно серьезная структура, о которой пока что я ничего не могу сказать детально, но в ней есть своя плотность, своя материя, своя энергия, и каждая элементарная частица, исчезая на какое-то время в другое измерение, получает поддержку своим свойствам. Вот как это осуществляется и что за этим стоит, пока неизвестно. Значит, поскольку вакуум имеет сопротивление, то, конечно, разгон до световой скорости будет сопровождаться нарастающим сопротивлением вакуума, достаточно серьезные потери энергии. После этого будет квантовый скачок, так же, как и сверхзвуковой. И космический аппарат можно разогнать до, реально, я предполагаю, до 3, может быть, даже до 10 скоростей света. Это вполне реально, и на самом деле природа этого не запрещает. Так как, например, в атмосфере у нас есть скорость звука, но сверхзвуковые истребители, они все-таки летают. Я не говорю о метеоритах, которые гораздо быстрее заходят в атмосферу. Значит, поскольку все материальные тела, в том числе и человек, и космос, и звезды, и Земля, и все сущее, что мы видим и знаем, половину времени находится в нашем измерении, а половину времени находится в другом и оставляет там свой отпечаток. Существуют разные теории на тему живой и неживой материи. Живая материя, скорее всего, поддерживающаяся
кем-то или чем-то объект, который имеет свой отпечаток в другом измерении, который в общем и целом давно многие люди об этом догадывались, они говорят, что это так называемая лептонная матрица. Но это не совсем правильное название, наверное, но какая-то поддержка есть. Для того, чтобы понять общую картину, которая сейчас происходит в науке, мы знаем 6 основных полей. Это механика, механическое поле, акустическое. Есть тепловое поле, химическое, электрическое и магнитное. Значит, к нему добавляется еще и лептонное. Пока что выходов у нас к которому нету. Но мы абсолютно точно можем сказать, что оно есть. Для того, чтобы разрешить нынешний кризис науки, потому что я в разных источниках видел очень много уравнений вакуума, и все настолько перемешано, истину уловить достаточно трудно. Но самое главное, там не везде, не во всех матрицах присутствуют математические матрицы. Не везде и не всегда присутствует соотношение Гейзенберга в явной или не в явной форме. А это, в общем-то, основополагающее уравнение, которое позволяет дать выход в другое измерение методом того, что мы на сегодняшний момент имеем, это математическим аппаратом. Поскольку этого соотношения там оно не везде есть, причем и векторная математика, она ближе к арифметике в том плане, что мы в арифметике 2 яблока плюс 2 4. Мы смотрим 1, 2, 3, 4, значит там 4. А в векторной алгебре никогда невозможно заранее сказать, в какую сторону будет двигаться вращающийся объект, например. Это невозможно сделать. Есть правая и левая тройка векторов. Мы с вами не знаем на самом деле, какая там будет тройка векторов, правая или левая. На самом деле мы узнаем только попробовав. Тогда мы поставим в уравнении правую тройку. А если там будет левая, значит левую. Но проблема не в том, что мы ничего не знаем или не так видим. Проблема в том, что там могут другие поля. Например, мы считаем физическое поле инерции, а в данном процессе большую часть займут силы Кулона или магнитного притяжения. Поэтому математика здесь не очень хорошо работает. Нужен опыт. Тогда можно будет априори, можно предположить что-то, а посчитать для того, чтобы точно это определить, необходима лаборатория. Что происходит с волной? Ну, это первый вопрос, который на самом деле может возникнуть после того всего, что я сказал. Я рисую пространственную шкалу L. На ней идет волна, например, свет или электромагнитная, без разницы. Мы начинаем увеличивать частоту. Частоту увеличиваем до соотношения Гейзенберга, то есть до получения волны де Бройля. У нас получается вот такая более быстрая частота. А следующим этапом у нас волна начинает переходить вот в такой квадратный сигнал. Понятно, что если здесь L, то здесь будет, поставим I. Это интенсивность. Все понятно. Так вот,
из этих сигналов, исходя из вот этого и вот этого, можно сказать, что сама по себе волна, любая, какую бы мы ни взяли, вот я беру только положительную часть, она складывается из целой серии вот таких квадратных сигналов, прямоугольных, извините. И выглядит примерно вот так. Любая. А когда уже она переходит по волну де Бройля, она начинает вот этими дискретными сигналами выходить сюда. То есть, ну, она просто принимает свой нормальный вид. Любая частица. Ну, например, как в том же самом опыте с электроном, опыт с двумя щелями. Электрон тоже, если посмотреть на него, мы представляем его вроде как шарик, на самом деле это не шарик, это наверняка сжатая волна. Трехмерная сжатая волна. Вот я даже не знаю, как ее тут нарисовать на листе бумаги. Ну, примерно как-то так. Которая в развертке может выглядеть вполне вот так. Так, это 3D. А когда мы ее загоняем в волну де Бройля, она точно так же, по аналогии со светом, начинает раскладываться вот на 3 таких параметра. Вот только поэтому, по этой собственной причине и появилась постоянная планка. И только из-за этого и существует соотношение Гейзенберга. Потому что в том и в этом направлении это просто прямой участок, на котором электромагнитная волна, упираясь, конечно, в какую-то стену, то есть, скорее всего, что это стационарная стоячая волна трехмерная. И когда мы ее загоняем на волну де Бройля, мы получаем просто вот такой сигнал, потому что двигаемся мы только в каком-то линейном направлении. Ну а если в трехмерном направлении, то это все равно будет линейное, его как ни раскладывая, все равно это будет линия какая-то. И что из себя в линейном виде это будет представлять, сейчас я нарисую, покажу. Вот эту часть. Только вот одной вот этой части ее в нашем видимом диапазоне не будет. Мы ее будем видеть только вот как такой сплошной прямоугольник, а здесь пустота. Поскольку вот эта часть, это электрон уже в другом измерении. А мы будем видеть только вот эту. Вот интересно посмотреть, что происходит на вот этих границах. И во многих теоретических изысканиях, в которых так и написано, энергия вакуума и уравнение вакуума. В общем-то, все правильно. Движение идет в правильном направлении. Но
посмотреть, как электрон ускоряется, например, переходя с одной орбиты на другую, это просто совершенно невозможно. Потому что вот на этих границах, точнее внутри них, он и существует. А здесь его нет. Дальше, получив превращение энергии, он просто перепрыгнет на другую орбиту. И у него будет другая энергия. Но сам он останется вот точно вот в таком же виде. Ускориться, как мы привыкли, например, смотреть, как ускоряется самолет на взлете или что-то в этом духе, этого не получится. Потому что, получив энергию, он попадает сразу вот в эту область и перескакивает на новый уровень. Соответственно, у него другая энергия и уже вот так же, но работает там. Удивительно, что у электрона вообще есть спин. Как сказал Эйнштейн, времени нет. Это была самая большая глупость из того, что он сказал. А как можно применить эту теорию к реальным объектам? Ну, например, в теории вращающихся тел. Медленно вращающиеся тела, они тоже, к ним можно применить эту теорию, но она будет не настолько заметна. А вот, например, если диск турбины или гироскоп раскрутить до достаточно больших оборотов, и я сейчас покажу на рисунке приблизительно, как это будет выглядеть, учитывая то, что каждая точка вращающегося тела будет оставлять какой-то след, пускай бесконечно малый, но это, собственно говоря, не играет никакой роли применительно к теории. То есть теоретически можно нарисовать целую серию линий, если у нас есть вращающийся объект. Я здесь нарисую стрелку, как он будет вращаться. Берем какую-то точку на этом объекте. От нее, соответственно, отходит сигнал. Мы будем считать, что это скорость света в вакууме, хотя на самом деле это нечто очень близкое, но не совсем точно. И через секунду у нас возникнет вторая точка, а тот сигнал, который отошел от первой секунду назад, мы получаем вот такую вот линию. Я долго держать не буду, в конце ролика должны быть выложены рисунки с приблизительными комментариями. Тогда вращающееся тело будет находиться в целом сонме, то есть в семействе вот таких вот линий, которые будут выглядеть вот так. Если попробовать изменить момент вращения этого тела, вот, например, какой-то диск вращается вот так, и у него, соответственно, вот такой момент вращения, это вектор омега называется. Если мы его начнем менять, то, соответственно, эти линии начнут искривляться. А поскольку мы через какой-нибудь бесконечный, ну, достаточно маленький промежуток времени нарисуем точки от каждой линии, которые будут на неподвижном объекте, но который имеет только угловую частоту вращения, мы получим, соответственно, вот такой круг через какое-то маленькое дельта Т, очень, очень маленький, я имею в виду, промежуток времени. Это еще не ДТ, не дифференциал, ну просто дельта Т, маленький промежуток времени. А если мы начнем менять его момент инерции, то относительно этого диска будет меняться, соответственно, и линии, которые из него будут выходить.
они начнут смещаться. А смещаться они будут, если у нас изменение идет по стрелке, по которой я сейчас покажу, то мы будем иметь уже не ровный круг, а вот такой вот кривой овал. Ну, конечно, я неправильно нарисовал. На самом деле это будет достаточно хороший эллипс при смещении вектора омеги в эту сторону. У нас получится сюда эллипс. При очень быстром смещении, то есть когда у нас диск вращается 20-30 тысяч оборотов в минуту, и, например, 10 тысяч оборотов в минуту крутится вся система, то есть очень сильное смещение. У него, конечно, уже у вращающегося диска, у него вот этот эллипс начинает, соответственно, рваться. Он сперва вытягивается, а потом эллипс превращается вот в такую гиперболу. Ну, дальнейшее вычисление, абсолютно точные аналитические вычисления я сделаю в течение вот этого 2016 года. И к концу года уже должна быть полностью завершена теория быстро вращающегося тела. Ну, какие могут быть пути из выхода кризиса современной науки? Ну, путей здесь несколько. Во-первых, конечно, необходимо оборудование, которое позволит произвести тщательный анализ и исследование поведения частиц, находящихся или работающих на частоте волны де Бройля. Это, я думаю, в первую очередь квантовый компьютер и оборудование, соответствующее к нему. То есть должен быть микроскоп, который, соответственно, будет ловить на такой же частоте, и его необходимо будет совместить с квантовым компьютером, на котором, конечно, мы вживую не увидим, что там происходит, но будет преобразованная мультипликация, потому что скорости процессов это порядок 10 минус 36 степени секунды, достаточно маленький промежуток времени. Необходимы будут преобразования к нему. Для больших объектов или для макромира, ну, для Вселенной нужен будет, конечно, квантовый телескоп. Может быть, какое-то, не может быть, а наверняка, практически точно потребуется некое оборудование для того, чтобы объекты нашего живого мира исследовать. Это и молекулы ДНК, потому что сейчас много говорят о клонировании, а живых объектов из этого клонирования не получается. Получается биоконструкция. А вот того, о чем я говорил, лептонной матрицы, в ней нету. Это потому, что на самом деле достаточно серьезный закон жизни. Это жизнь родится только от жизни и никаким другим способом. А создание искусственных объектов ведет к созданию биоконструкций, которые мало жизнеспособны, которые не обладают всем тем, чем должна обладать живая материя. Этот вопрос необходимо исследовать, поскольку на самом деле никто не знает, каким образом работает молекула РНК, то есть та самая матрица, которая печатает молекулы. То есть для того, чтобы матрица что-то печатала, необходимо этой матрицей управлять, то есть что мы не знаем. Для этого, конечно, необходимо оборудование, очень высокоточное, совместимое с квантовым компьютером, которое тоже будет работать на очень высокой частоте. Для этого, то есть это необходимо для того, чтобы снять все возможные
комбинации для того, чтобы снять все возможные диапазоны, увидеть, что происходит в очень сверхвысокочастотном диапазоне. И для того, чтобы собрать саму по себе молекулу ДНК, необходимы руки, которые будут это делать. И когда я слышу, кто-то говорит, что все происходит само по себе согласно физическим законам, меня это удивляет. Потому что ни одну конструкцию нельзя собрать саму по себе. Какую бы хорошую матрицу мы с вами не сделали, опустив мне детали для смартфона, например, мы смартфон не получим. Необходимо его еще собрать. Вот что производит эти действия? И где находится мозг? То есть где та субстанция или что это такое, которая управляет всем этим процессом? Ведь этот процесс устойчивый, повторяющийся, и несмотря на то, что постоянно молекула ДНК, она постоянно идут мутации, выбросы, изменения, тем не менее за последние 5000 лет человек, например, практически не изменился. Изменился уровень образования и изменился подход ко многим проблемам. Это другой вопрос. А биологически это та же самая конструкция. Есть еще и очень серьезная проблема – это изменение внутреннего сознания человека. Осознание того, что большинство наших процессов, то есть половину времени мы находимся в нашем измерении, и получается так, что а половину мы находимся в другом измерении. И вопрос, что, как происходит, какие мы оттуда получаем команды и как работает молекула ДНК, для этого необходимо очень точное оборудование. И надо изменить свое сознание. Просто так ничего не бывает. Всегда надо искать первопричину. Для дальнейших исследований потребуются две основные вещи. То есть изменение сознания, изменение отношения к исследуемому предмету, во-первых, и хорошее высокоточное оборудование. Необходимо его совершенствовать. Возможно, квантовый, может быть, появится и суперквантовый. Но пока что я говорю о том, что необходимо сделать на первом этапе и попробовать получить данные на границе среды. То есть в том месте, что происходит в момент исчезновения элементарной частицы и в момент ее появления, опять в нашем измерении. А вот есть какая-нибудь связь между тем, что происходит в молекуле ДНК и волне де Бройля? Да, конечно, есть. Значит, около 5 лет назад я нарисовал приблизительную схему молекулы ДНК, представив ее, чисто технически разложив ее как катушку индуктивности и, соответственно, конденсатор. Это емкость по краям молекулы ДНК. Получился колебательный контур с определенной резонансной частотой. А при расчете его получилась резонансная частота почти приблизительно равная частоте, которая соответствовала бы волне де Бройля вот данного микроволнового замкнутого контура. Поскольку молекула ДНК это так или иначе это приемопередающая антенна, которая работает на невероятно большой частоте, 10-31 степени ее порядок, но там есть еще и цифры, я сейчас уже не помню. Я помню, что она почти полностью совпала, очень похоже. Различие примерно 40-50%. Для такого рода вычислений это почти попадание в точку. Очень близко с резонансная частота контура и резонансная частота волны де Бройля для молекулы ДНК. Это означает, что
катушка, которая работает таким образом, она посылает, получается, что она посылает сигналы в другое измерение. Частота похожая. И, соответственно, оттуда же какой-то сигнал, видимо, получает. Поскольку соотношение Гейзенберга запрещает сигналу быть равным нулю, он все равно какой-то есть. Пускай даже очень маленький. А для информационного сигнала не играет значения, маленький он или большой. Главное, чтобы приемник с передатчиком мог его уловить. Вот на основании этого можно приблизительно сказать, пока еще экспериментом это не подтверждено, что головной мозг человека – это очень мощный приемник с передатчиком. И практическое доказательство это было тому, что многие люди теряли половину головного мозга и при этом становились гениями. Такое бывало в истории. И, человек терял способности к музыке, но имел очень серьезные данные аналитические или математические. Я сейчас не помню, но такое в истории было. Касаясь перспективы применения, можно объяснить, почему летает НЛО или как можно создать НЛО, если мы сами хотели бы? Да, в общих чертах можно. Ну вот то, что, например, касается вращающегося тела, имеется в виду быстро или очень быстро вращающееся тело, наверняка у цивилизации, которая преодолела миллионы световых лет, там достаточно сильно развиты и заточены под это технологии. Это серьезные вещи. Я не думаю, что вот на сегодняшний момент мы просто сможем их взять и догнать. Это почти нереально. Но, тем не менее, объяснение этому факту можно вполне найти. Это то, что я говорил, вакуум не пустой, и то, что вокруг вращающегося тела идет ряд волн. То есть это постоянно непрерывная и рвущаяся только на частоте де Бройля волна. То есть у нее разрывы почти неотличимые от сплошной. Внешне наблюдая, если мы могли бы такие линии наблюдать, как я уже говорил, они имели бы вот примерно вот такую конфигурацию или вот такую. Лететь можно, конечно, на эллипсе не полетишь. Вот эта вот конфигурация, она именно для того и есть. Вот такая, что практически вакуумный, вот этот самый маленький минимум, тот, на который вообще возможно, он и создает реактивную подъемную тягу. Конечно, реактивность это не в явной форме, мы ее вот так ощутить не сможем простыми приборами. Это в виде толчков гравитации, вмешательства в электромагнитные системы, в излучение, может быть, затемнение или наоборот более яркая подсветка. То есть то, что если это НЛО и их видят посторонний наблюдатель, то НЛО, конечно, должен хотя бы подсвечиваться, а может быть даже и светиться, в зависимости от его пакета рабочего диапазона, то есть на какой ширине волн он работает. Выглядеть это может вот таким образом. Ось вращения, омега Z, ось омега ротора и, например, спираль. Вот я сейчас покажу рисунок. Туда, куда направлен вектор, это мы смотрим по правилу правой руки. То есть, если вектор вот сюда идет, значит, омега, то есть омега-вектор, вот он мой большой палец, а рукой мы берем, соответственно, это по оборотам. Вот крутится туда, значит, у него омега пошла сюда. Это условное обозначение, но оно, в общем, поскольку большинство людей правши на нашей планете, значит, оно вот такое удобное. Если сюда навить спираль,
дать обороты здесь и электрический ток, например, а огромные силы, ну, пока что в наших условиях это невозможно, а инопланетные тарелки вполне могли это сделать у них, если у них очень сильные технологии, то они, соответственно, будут создавать подъемную силу вот в этом направлении, вверх. Да, все правильно, вверх. Сейчас мы можем только механическими, там, типа двухстепенного гироскопа с двумя степенями свободы, можем заменить эту систему, но она будет достаточно затратная. Да, на приводе от ториевых пластин, например, если сделать такую вот ядерную установку, у него где-то порядка 25% будет КПД. Но это все равно гораздо выгоднее, чем летать на химических ракетах. Это вот один из практических выводов. Кроме того, получается, что вакуум весь насыщен энергией, и ее там бесконечное множество. А как бы мы могли обнаружить и поймать эту космическую энергию, и как бы мы потом могли бы ее использовать? Но обнаружить все-таки, видимо, придется со специальным оборудованием. Это квантовый компьютер и, соответственно, к нему квантовый телескоп. То есть, ну, адаптированный телескоп под квантовый компьютер. Поймать ее будет не так-то просто. Но, тем не менее, напрашивается несколько способов, которые мы, в принципе, можем реализовать. Но, например, сам по себе поток космической энергии можно выловить. Сперва обнаружить телескопом, а потом его на этой же частоте, конечно, по-другому не получится, поставить оборудование, которое будет фокусировать и, соответственно, направлять в какие-то аккумуляторы энергии или преобразовывать ее в электрическое. Поскольку мы все сейчас, все оборудование, все, что у нас есть, все привязано к электрике, значит, соответственно, в электрическое. Есть еще несколько очень интересных электромагнитных и термодинамических способов. Но для того, чтобы, например, использовать космическую энергию термодинамически, придется создавать какую-то черную дыру. То есть необходимо будет иметь в распоряжении какой-то объект, куда энергия будет уходить, и место, где ее будет больше. То есть разница, поскольку в космосе она для нас она существует в какой-то форме, но достаточно разряженной, и так просто мы ее не увидим, для этого надо оборудование. Но на самом деле в космосе она только в каких-то пределах, а в этих пределах она меняется. Вот ее изменения в этих пределах, это, конечно, огромные изменения, и объемы этого изменения, они невероятные. То есть можно потреблять вплоть до того, что всю энергию Солнца можно потреблять. То есть размером с такой источник, как небольшая звезда, типа нашего Солнца. А виды использования здесь могут быть совершенно разнообразные. Если мы сможем построить квантовому компьютеру, квантовый телескоп, еще и оборудование квантовое, которое поможет эту энергию воспринимать и собирать каким-то образом, то мы вполне, я думаю, сможем построить и квантовый движитель. Потому что нет смысла забирать эту энергию, потом ее преобразовывать, например, в электрическую, а после этого это электричество загонять, опять же, в аккумулятор, а с аккумулятора загонять ее в электродвигатель, в трансмиссию и все, что мы на сегодняшний день имеем. Для бытовых нужд, возможно, вполне этого достаточно. А вообще говоря, для мобильного, для нормального использования эту энергию, конечно, необходимо будет
и использовать соответствующим образом. Ну, так же, как при возникновении электродинамики возникли электрогенераторы и двигатели. Точно так же наверняка необходимо будет оборудование квантовое оборудование, я имею в виду, для того, чтобы эту энергию собирать, преобразовывать, то есть преобразовывать к такому виду, чтобы его можно было использовать. Часть из нее пускать по электрическим проводам, а часть из этой энергии уже пускать в виде аккумуляторов, но не тех аккумуляторов кислотных, которые мы имеем на сегодняшний день, а именно квантовые аккумуляторы, которые должны иметь огромный запас и огромный заряд на самом деле. И пускать их не через электродвигатели, а через какие-то квантовые системы, которые будут толкать колеса, тормозить, разгоняться, летать по воздуху. И для этого не обязательно турбину и крылья. Для этого достаточно будет какой-то другой системы, более близкой по своим характеристикам квантовой системе. И, возможно, даже если технологии это позволят в ближайшие 30-50 лет, возможно, даже этот квантовый генератор ставить прямо непосредственно на средства передвижения, на автомобиле или на что-то еще. Можно на крыше дома поставить. И тогда человечество все будет обеспечено энергией надолго, навсегда. То есть, на ближайшие 100 миллионов лет. А сколько человечества еще просуществует, неизвестно. Могло бы так быть, то, что вся наша Вселенная была создана из одной точки? Да, я полагаю, что именно так оно и было. В общем и целом, все ученые, которые занимались космогонией последние 200-300 лет, они, в общем, на сегодняшний день достаточно, на мой взгляд, правильно определили, что Вселенная произошла из очень маленькой точки, может быть, даже из такой. А дальнейшее развитие шло именно по тому пути, по которому оно и предполагалось. Вселенная расширялась, потом в ней появился свет, потом появились звезды первого поколения, потом второго. И, в общем, сейчас мы все находимся где-то очень близко к середине пути. Правда, никто не может сказать, чем все это закончится в итоге. Но, тем не менее, есть одна поправка. Вселенная вполне могла начаться и образоваться из одной точки. И сделано это было наверняка сформировано из какого-то измерения. Но если мы имеем время и три основные координаты, длина, ширина и высота, значит, получается A, B, C, D, пятое измерение G, значит, из какого-то другого измерения. Но это нельзя воспринимать как еще одна координата, его надо воспринимать как другое измерение. То есть измерение другое, которому присущи многие дополнительные свойства, в том числе те, о которых мы не знаем. В этом случае рациональнее всего было бы из одной точки вытянуть песочные часы из точки в две стороны, вверх и вниз. Причем, если этот процесс идет одновременно, а наверняка это так, значит, мы получили бы, приблизительно вот такие песочные часы. Вот здесь вот антиматерия, а вот здесь материя. Вот весь этот наш лист – это пространство G. Вот так идет и здесь одновременно время T. Причем вот эта плоскость, ограниченная точностью погрешности де Бройля, она достаточно тонкая. То есть просто так перемекнуться во вчерашний день, то есть вот в какую-то вот эту точку или в будущее, достаточно сложная вещь. Поэтому, если космонавты полетят со скоростью света
к другой звезде, и у них время пойдет по-другому. Процессы все пойдут по-другому. Это понятное дело. А пойдет ли само время по-другому, то они, естественно, улетят в прошлое. То есть они исчезнут навсегда из нашего измерения. Все странные явления, которые происходят в микромире, например, замещение электрона положительным позитроном, то есть, извиняюсь, антиэлектроном, все это связано именно вот с этим пространством G. То есть это редкое явление, но оно такое бывает, когда вот из этой точки в точно такую же эту точку проскакивает микрочастица. Это уже не туннельный, это сверхтуннельный эффект. Ну, как его точно назвать, я не знаю. Но вот именно он и отвечает за все эти процессы. И если физики-ядерщики с этим процессом сталкиваются, появление неизвестно откуда и неизвестно куда исчезновение, такое вполне может быть. Это значит, происходит сверхтуннельный эффект, когда одна частица перескакивает сюда. Поскольку мы находимся в принципе в одной и той же плоскости времени, вот эта плоскость, это вот эта же плоскость по времени, а пространство у нас разное. Вот это антимир, а наш это реальный мир. Но по отношению к нему мы наоборот антимир. Вот если вся Вселенная была создана с одной точки, и она с этой точки распространяется, то может быть точка во времени, когда она распространилась до максимума, и уже после этого она будет сходиться до одной точки опять, как она началась. Да, вполне возможно. Если представить себе, я нарисую здесь пунктиром наше будущее. Пока что Вселенная расширяется, вот это будущее. А здесь я поставлю кружочек. Это будет гипотетическая точка, с которой начинается сжатие. Пока от нее, соответственно, какие-то данные дойдут, вот это круглая, это та плоскость, где она существует. А когда вокруг нее начнется сжатие, значит, соответственно, она потянет за собой всю Вселенную и начнет сжиматься, соответственно, вот так. То есть вид на сжатие у нее будет вот такой. Вот на песочных часах эта точка, вокруг нее началось сжатие. Через какое-то время оно дойдет до границ Вселенной. Оно вот здесь. А вот отдельно рисунок, как будет происходить сжатие Вселенной. Вот здесь вот условно размер той точки, с которой наша Вселенная началась. Как только она до нее дойдет, все. Ноль. Ноль времени. И нету ни мира, ни антимира. Поскольку если здесь существует такая же начало сжатия, то точно такая же будет здесь. Точно такой же конус будет, такая воронка с этой стороны. И точно такая же воронка, соответственно, симметрично абсолютно будет и с этой стороны. А сойдутся они в одну точку. То есть это и это. Это будет, по сути дела, одна точка. Это одна точка в пространстве G. Это не просто себе представить вот так сразу. Но в многомерном пространстве это именно вот так и будет выглядеть приблизительно. Может ли Вселенная являться бесконечной, и как мы можем себе это представить? Да, Вселенная действительно бесконечна, и это себе, живя на Земле, простому человеку трудно представить, но тем не менее. Вот когда мы смотрим из другого измерения на песочные часы, то мы видим достаточно четко очерченный ее объем, что, собственно говоря, является
границей Вселенной. Но граница это на виде из другого измерения, то есть она мнимая. Вот если взять функцию обратной, вот этой, то есть это будет функция изображения того, что мы видим, она будет представлять из себя вот такую вот воронку. Вот это, понятно, координата времени t, а это две координаты я написал просто q. Q это реальная и комплексная координата. Ну, можно записать здесь q и t, но в принципе это без разницы. Это то же самое, что мы видим мнимую и действительную часть тока на синхронном двигателе. Ну, кто в курсе синусоида. Но здесь немного, может быть, посложнее понятие, хотя принцип один и тот же. Видим сжимающийся конус. Тогда ее длина на самом деле будет состоять из мнимой и действительной ее части. Вот этот круг, это будет изображение нашего сегодняшнего дня. Ну вот так, не знаю, что было вчера или миллиарды лет назад, или что, и как-то привязать эту картину одну к другой достаточно сложно, так как и на этом конусе можно только зная что-то назад или изучив вот эту часть какую-то, прорисовать вот эти песочные часы и нарисовать его прошлое и до какой-то степени будущее развития Вселенной. То же самое и здесь. Обратная картина будет идти по гиперболе. Но гипербола это будет вращаться. Координаты обе, и комплексные, и реальные, они бесконечны. И так же, как и время t. А вот объем этой воронки, он будет конечный. А это значит о том, что наша Вселенная должна родиться, вырасти, состариться и умереть. Объем ее все равно будет конечный. То есть, образно говоря, в мнимых координатах мы ее границы можем четко очертить, а в наших реальных мы просто границу не сможем найти. Для этого это дело будущего, когда будут, может быть, через 200-300 лет будет серьезное оборудование, когда можно будет заглянуть так далеко и увидеть эту самую границу. То есть на сегодняшний день это просто физически невыполнимо. Но при всем том, что она бесконечна, она имеет свои границы. Но границы эти комплексные, то есть мнимые. Они уже переходят в другое измерение, и там другие физические законы. Вот, собственно, почти все. Конечно, далеко не все, но это в общих чертах, в основном, о чем я хотел сегодня рассказать. Сегодня у нас католическое Рождество, 25 декабря 2015 года. Если у кого-то будут вопросы, задавайте их, пожалуйста. Ролик будет выложен в ближайшее время для всеобщего обозрения. Конечно, я сказал далеко не все. И не все подтверждения тому, что я высказал. Но косвенных подтверждений очень много. Поэтому будем ждать перспективы развития технологий и посмотрим, что покажет будущее. Жду ваших вопросов. Спасибо.